Основание собора и основная часть его строительства пришлась на период, когда в Милане произошел переворот во время правления родом Висконти. С XIII по XV века Миланом правили представители династии Висконти. Право правления Миланом переходило по наследству, и не всегда остальные были с этим согласны. В результате происходили покушения и плелись интриги с целью захватить власть. Так произошло в тот период. На смену деспотичному и жестокому правителю Миланом Бернабо Висконти пришел более предприимчивый и лояльный Джан Галиаццо Висконти, племянник своего предшественника. С 1378 года Джан Галиаццо Висконти после смерти его отца Галиаццо II Висконти был соправителем Бернабо. Миланцы страдали от постоянных конфликтов и высоких налогов, которые применялись со всеми мыслимыми средствами принуждения. Бернабо постоянно конфликтовал с правящим тогда императором Карлом IV и нападал на папские земли. В 1373 году папа в очередной раз принял решение отлучить его от церкви. Он послал к Бернабо Висконти 2 делегатов, которые должны были вручить Бернабо бумаги об отлучении от церкви. Документы состояли из пергамента со свинцовой печатью, которая была свернута в шелковый шнур. Взбешенный Бернабо арестовал 2 папских делегатов и отказался их освободить до тех пор, пока они не съели пергамент, печать и шелковую веревку, которые ему вручили. Захваченные средства в основном шли на наследство его многочисленным детям, которых у него было 16 официальных от его жены Беатричи Реджины де ла Скала и более 10 внебрачных. 7 дочерям он предоставил по 100 тысяч золотых гульденов приданого за каждую. Сумма для того времени немыслимая. Однако среди его потомков Изабо Баварская, супруга короля Франции Карла VI, Генрих XVI Баварский, Альберт III герцог Баварии. Бернабо стремился единогласно править Миланом. Джан Галиаццо, который унаследовал от своего отца соправительство Миланом совместно с Бернабо, делал вид, что его особо не интересуют правительственные дела. При этом он активно разрабатывал план захвата власти против своего дяди. В мае 1385 года Джан Галиаццо сообщил своему дяде Бернабо, что будет проезжать мимо Милана на очередное богомолье и что хотел бы поприветствовать его. Ничего не подозревающий Бернабо со своими 2 старшими сыновьями, невооруженный и без свиты, выехал за ворота, чтобы поприветствовать дорогого племянника, но тут же был схвачен и привезен в Милан, где был заключен в крепость. Население города восторженно приветствовало своего нового господина Джан Галиаццо. На следующий день был собран Большой совет. Совет безоговорочно передал Джан Галиаццо всю полноту власти в Милане. А в 1395 году германский король Венцель, который получил в дар от Джана Галиаццо Висконти 100 тысяч флоринов, согласился учредить титул герцога Миланского, который передавался бы в роду Висконти. Джан Галиаццо Висконти стал первым миланским герцогом из рода Висконти, который объединил под своей властью значительные территории и способствовал расцвету Милана. В 1386 году Джан Галиаццо Висконти и его двоюродный брат Антонио да Салуццо запланировали строительство Миланского собора Дуомо ди Милано. Строительство было задумано как награда для знатных и рабочих классов, пострадавших при тираническом предшественнике Висконти Бернабо. Энтузиазм по поводу огромного нового здания вскоре распространился среди населения, и проницательный Джан Галиаццо вместе со своим двоюродным братом-архиепископом собрал большие пожертвования на незавершенные работы. Программа строительства строго регламентировалась фабрика Дель Дуомо, в которой было 300 сотрудников во главе с первым главным инженером Симоне де Арсениго. Первоначально Арсениго планировал построить собор из кирпича в стиле ломбардной готики. Висконти стремился следовать новейшим тенденциям в европейской архитектуре. В 1389 году главным инженером был назначен француз Николя де Бонавентура.
который добавил к церкви французский готический стиль, нетипичный для Италии. Он решил, что кирпичная конструкция должна быть облицована мрамором. Герцог Джан Галеаззо Висконти предоставил строителям собора эксклюзивное право использования мрамора из карьера Кондоглия и освободил его от налогов. Сегодня в городе распространен речевой оборот «ауфо», что означает «на халяву» или «бесплатно». Выражение берет начало с тех пор, когда телеги с мрамором подписывались буквами AUF, которые представляли собой аббревиатуру, означающую в переводе «для строительства». Благодаря этой надписи возимый груз не облагался налогом. Для транспортировки тяжелых материалов, камней и мрамора использовали канал Навильо, который был искусственно вырыт в 1177 году и который был усовершенствован в XIII веке новой системой для контроля уровня воды, специально для помощи в строительстве храма. Работа шла быстро, и после смерти Джан Галеаззо в 1402 году собор был примерно наполовину завершен. 16 октября 1418 года папа Мартин V освятил главный алтарь. Строительство, однако, почти полностью остановилось к 1480 году из-за нехватки денег и идей. В 1567 году архиепископ Карло Боромео настойчиво возобновил работы по строительству Миланского собора Дуомо ди Милано и торжественно освятил его в 1577 году. В 1682 году было завершено кровельное покрытие собора. К 1769 году Миланский собор Дуомо ди Милано увенчал 106-метровый шпиль со статуей Мадонны в 4 метра. Тогда же появилось постановление, что ни одно здание города не должно быть выше покровительницы. Долгие годы так и было, пока не вырос небоскреб Пирелли, но средневековое правило нарушено не было, его венчает точная копия статуи. В годы Второй мировой войны статуя Святой Девы Марии была спрятана под мешковиной, чтобы не привлекать вражеские самолеты-бомбардировщики, потому что она была удобной прицельной точкой. В правой руке Мадонны алебарда с крестом, и в дни гражданских и церковных праздников на ней развивается национальный флаг Италии. Учитывая известный влажный и туманный климат Милана, миланцы считают, что этот хороший день, когда Мадонина, так они ласково называют свою покровительницу, видна издалека, так как она часто покрыта туманом. Мне повезло и удалось снять Мадонину в ясный день, хотя был ноябрь. Миланский собор имеет 135 шпилей на крыше. Каждый шпиль венчает бронзовая фигура библейских и известных личностей. В ноябре 2012 года официальные лица объявили кампанию по сбору средств на сохранение собора, предлагая 135 шпилей для усыновления. Доноры, которые пожертвуют 100 тысяч евро, получат табличку с выгравированным на ней именем на шпиле. 20 мая 1805 года Наполеон Бонапарт, собирающийся стать королем Италии, приказал Пеликане закончить фасад. В своем энтузиазме он заверил, что все расходы фабрика лягут на французского казначея. Хотя эта компенсация так и не была выплачена, это все равно означало, что наконец, всего за 7 лет, фасад собора будет завершен. В знак благодарности статуя Наполеона была помещена на вершине одного из шпилей. Наполеон был коронован королем Италии в Дуомо. Окна собора богато украшены витражами, изображающими сцены из Святого Писания. Эти витражи создавались и дополнялись на протяжении всего долгого времени строительства собора. Самые древние из них датируются XV веком. В соборе находится самый большой храмовый витраж. Он расположен в Аспиде и построен братьями Бертини в XIX веке. Последние детали собора были завершены только в XX веке. Последние ворота были открыты 6 января 1965 года. Эта дата считается самым концом процесса, который продолжался в течение 6 столетий.
Архитектурное оформление Миланского собора выполнено в стиле пламенеющей готики. Этот стиль демонстрирует преемственность от высокой готики, но отмечен еще большим вниманием к декоративным элементам и характеризуется двойными изгибами, образующими пламеобразные формы. Стиль пламенеющей готики был особенно популярен в континентальной Европе в XV веке, во Франции, Испании и Португалии. К архитектурному памятнику пламенеющей готики также относится костел Святой Анны в Вильнюсе в Литве. Я сняла несколько кадров костела Святой Анны для вас в Вильнюсе. Это прекрасный костел, посвященный Матери Пресвятой Богородицы Святой Анны. Костел Святой Анны в Вильнюсе был основан и освящен почти в одно и то же время, что и Миланский собор, посвященный Пресвятой Деве Марии. Миланский собор Рождества Пресвятой Богородицы Дуомо ди Милано – один из самых крупных в Европе и второй по размерам в Италии. Общая длина храма составляет 158 метров, ширина поперечного нефа 92 метра, высота шпиля 106,5 метров. Собор может вместить до 40 тысяч человек. Более крупная базилика, католический собор Святого Петра, находится в государстве Ватикане. Это крупнейшая историческая христианская церковь в мире. В Дуомо ди Милано расположена резиденция архиепископа Милана. На сегодняшний день это Марио Энрико дель Пини. Митрополия Милана является самой крупной в Европе. В нее входит 2885 священников. Во внутренних помещениях, на фасадах и шпилях Миланского собора насчитывается 3400 статуй. Это и изображения святых и пророков, и известные исторические деятели, и готические персонажи Химеры и Гаргулья. Одну из стен украшает скульптура, ставшая прототипом американской статуи свободы. Богослужение сопровождает музыка из 15 800 органных труб размерами от 9 метров до нескольких сантиметров. Над алтарем под куполом Миланского собора хранится гвоздь, который по преданию использовался для распятия Иисуса Христа. Каждый год 14 сентября на праздник Воздвижения Честного Креста Господня епископ Миланский садится в специальную корзину, которая называется нивола, от слова «облако», и с помощью подъемного механизма поднимается ввысь, устанавливает гвоздь в специальное отверстие в кресте и спускает вниз. После праздника гвоздь возвращают обратно. Местные жители уверяют, что миланский гвоздь самый что ни на есть подлинный, потому что не поддается ковке. Надеюсь, что мой обзор был для вас интересен. Если да, ставьте лайк, заглядывайте в описание, там вы найдете полезные спонсорские ссылки со скидками от меня. Я вас целую и обнимаю, до новых встреч!